Всем привет! Завершился турнир International, и у нас по такой традиции интервью с Дэнди. Дэнди, привет. Хорошая традиция. Привет. Я надеюсь, это не традиция, но как бы людям просто интересно узнать очень много информации от тебя. Начнем с того, что вот в прошлом году и в позапрошлом, в принципе, ты говорил, что тебе очень жалко усилий, которые ты проделал за год, ну, ввиду результата. Как у тебя вот с этим в этом году? Эм, да, в этом году также очень тяжело уделять целый год чему-то и тратить на это очень практически все вообще время. И если это потом не отбивает того, чего ожидаешь, то становится обидно, конечно. Вот, чувство, что ты потерял год. Ну смотри, получается, ты вот весь предыдущий год, вот после окончания International, вот концентрировался на том, чтобы хорошо подготовиться к International. То есть, или получается у тебя концентрация, скажем, на других турнирах, а International, конкретно к International ты готовишься уже ближе, там, не знаю, в последнее полугодие. Я не готовился именно к International, я очень много тренировался. Очень много. Вот. Все, в принципе. Весь ответ. Очень много это сколько примерно, вот если говорить там в часах, в днях, в играх? Какого-то особенного числа нету, всегда по-разному. Но суть в том, что я очень часто и много, когда у меня был выбор между получением удовольствия, отдыха и еще что-нибудь, выбирал тренировки. Хотя, я думаю, на моем месте бы много бы кто выбрал удовольствие, отдых. Вот. А, Можешь рассказать немножко о том, как ты тренировался? Я имею в виду вот конкретно подготовку к героям. То есть ты знал, что тебе нужно подготовить этот герой, или у тебя есть, скажем, какой-то, не знаю, список, плакат, в котором ты отмечаешь, на каком ты хорошо играешь, на котором плохо. Как ты готовишь героев? Очень сложно сказать вот так вот, именно прямо ответить на вопрос, как ты тренировался, потому что тренировать везде можно что-то разное. То есть, вне зависимости то, чем ты там, где ты играешь, с кем ты играешь, сам ты играешь, с командой играешь, в зависимости, вернее, от этого, ты себе придумываешь сам, что именно ты хочешь потренировать. Потому что в одной игре можно, допустим, ну, ты играешь 10 игр сам, без команды, да, то есть, когда с командой, то ты тренируешь уже именно командную игру, командное взаимодействие, там, абсолютно другие игры, Мгм. потому что это команда против команды, а в основном мы играем только с сильными соперниками. Вот, там ты уже там более приближенные игры к тому, что будет в действительности потом, то есть на турнирах. Когда ты играешь сам, то тут уже зависит от того, где ты играешь сам, с кем ты играешь сам. То есть, скорее всего, это будет какой-то паблик матчмейкинг, где очень слабо все играют, даже, то есть, те, у кого очень много рейтинга, независимости ни от чего. И там ты уже можешь тренировать какие-то отдельные аспекты игры. То есть ты можешь сказать для себя, допустим, вот сейчас я буду игр 20 играть, и в 20 играх я буду фокусироваться на map awareness. То есть я буду стараться следить за всеми героями, союзными героями противника, независимо от того, видишь ты их на карте или нет. То есть ты будешь примерно представлять, где они могут быть, и работать над этим аспектом. То есть уделять очень времени мини-карте, тому, кто может тебе прийти там загангать, еще что-нибудь, уходить от этого. Там, потом ты 20 игр играешь, ты стараешься, допустим, не умирать. То есть ты стараешься делать все, чтобы максимально выживать, к примеру. Потом ты там 20 игр играешь, ты стараешься еще что-нибудь. И так можно найти себе, что улучшать и в чем прогрессировать. Бесконечное количество всяких ставить себе задач, в которых ты можешь улучшаться. Потом ты там будешь 20 игр ходить и играть на каком-то одном герое, по каким-то причинам, то есть тоже. И потом ты на этом герое будешь 20 игр отрабатывать что-то одно, потом что-то другое. То есть вообще можно тренироваться и искать то, что можно улучшать, можно, в принципе, бесконечно. И ты уже понимаешь потом, вот когда ты вот так вот начинаешь уже к этому серьезно подходить и тренироваться, ты понимаешь, что тебе просто не хватает времени даже на тренировки, когда ты все время тренируешься. Мгм. Вот такое чувство. Эм, Конечно, самые результативные тренировки — это когда ты играешь с командой, но когда твоя команда по каким-то причинам играть не хочет или не играет, тогда у тебя нет выбора. Вот. И если ты хочешь продолжать работать над собой и сделать, выжать максимум из того, что ты можешь, ты вот делаешь какие-то действия дальше.
Правда ли это, что если ты, скажем, неделю или даже, ну, там, месяц, 2 месяца или 2 недели не играешь, то ты теряешь в форме? Ну, не конкретно ты, а вообще вот если брать, скажем так, тенденции или, скажем, силы расстановки в доте. Я думаю, у всех по-разному, и все по-разному считают, и здесь, наверное, м, най- тяжело с кем-то согласиться. То есть нету такого, что все будут согласны в чем-то одном. Кто-то считает, что если ты не поиграешь неделю, потом поиграешь неделю, ты все восстановишь. Я считаю, что это в прогрессии. То есть если ты не поиграешь там день, тебе надо 2 дня восстановиться, 2 дня, то 4. Там, если неделю, то тебе вообще надо там 3 недели восстанавливаться. Потому что есть уровень игры хороший, есть очень хороший, там какой-то супер жесткий уровень, а есть там какой-то уровень какой-то заоблачный. Мгм. Когда ты до него доходишь, тебе нужно постоянно, чтобы его поддерживать, постоянно очень много играть. То есть, когда ты там очень все чувствуешь, на все очень реагируешь жестко, то есть, когда тебе много мыслей, очень много всего на автомате ты делаешь очень грамотно, и очень много остается места для мыслей, которые ты можешь пустить в игровой процесс, и которые тебе помогут, ну, то есть какие-то уже решения глобальные там по игре принимать, что и таким образом отличаются там очень сильные игроки от там сильных игроков. То есть уже вот именно здесь где-то уровень меняется игры. Вот, и чтобы дойти, и когда ты доходишь до этого уровня, или чтобы дойти до этого уровня, надо очень много времени потратить. И потом это очень легко потерять. То есть ты упадешь с очень-очень сильного на сильный уровень, ты Мгм. останешься сильным игроком, и да, ты, возможно, это восстановишь там за неделю, после там не поиграл неделю, за неделю ты восстановишь, но чтобы стать именно очень жестким, и вот это ты, я считаю, что вот если потеряешь, то очень долго придется восстанавливать. Вот. Но ты находишь там много нового обычно, когда ты... Потому что если ты постоянно играешь, то ты играешь примерно одинаково, эм, то есть стиль игры у тебя сильно меняться не будет. А вот если ты сделаешь какой-то перерыв, то ты всякого нового для себя много открываешь потом, когда заново играешь, и ты немножко можешь переучиться там по-другому играть, к примеру. В общем, все сложно и мутно, но я думаю, те, кто очень хорошо играет, те меня поймут. Вот. А как много ты научился, скажем, вот за этот International? Было ли у тебя какие-то фишки, которые ты не знал или которым ты научился? Были, конечно, я, правда, сейчас выделить что-то конкретно не могу. Ну, очень много всего ты постоянно узнаешь. Играя в доту, когда ты следишь за другими командами, которые ну, топовые, игра бесконечно чему-то тебя учит постоянно. Поэтому она так всем и нравится, эта игра, наверное, потому что каждая игра новая, и каждую игру ты можешь что-то интересное для себя увидеть, открыть. Что-то забывается, что-то вспоминается, что-то новое узнается, и так вот мы играем. Продолжая вопрос об уровне игры, сейчас очень много появились молодых игроков, или даже, может, не молодых, с высоким там ММРом, которые, в принципе, так вот ворвались в топ. Тот же Эскалибур, может быть, Артизи. Как ты думаешь, насколько вот можно сравнить э, уровень тех геймеров, которые, вот, знаешь, из старой школы, которые вот по шажочку прошли, или геймеры, которые вот пришли сейчас, вот, скажем так, задротили там пару месяцев, как вот, не знаю, Артизи, и резко ворвали в топ. Насколько уровень их соответствует, скажем, уровню вот этих, ну, таких кор игроков? Ну, ты зря так говоришь, что вот поздорователь 2 месяца и берешь пример Артизи, потому что он-то вроде уже года два там с чем-то Ну, играет. условно. Ну, суть в том, что кто-то там более серьезно к этому подходит, кто-то менее серьезно. Но те, кто пробиваются, те пробиваются. Это может быть с очень многими факторами связано. Там метагейм подходящий, то есть кто-то там э, кто-то на чем-то научился очень хорошо играть, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но опыт ты не пропьешь, и если сравнивать, то есть тех, кто приходит, и тех, кто уже долго играет, то все равно те, кто долго играет, они будут Более опытный. спереди, особенно на таких турнирах, как International и так далее. Потому что будут выходить новые версии, Dota будет меняться, и не факт, что те, кто выстрелил, они удержатся на плаву. Они могут немножко хуже стать играть, могут наоборот лучше, может им наоборот будет это более подходящая там новая версия игры в доту и так далее.
Вот, а все, кто старенькие, опытные игроки, они всегда будут на плаву, вне зависимости ни от чего. Вот, ну, я буду очень только рад, если все эти новые игроки, которые сейчас вступились в борьбу, они останутся и будут продолжать показывать очень хорошие результаты. Будет больше соперников, с кем можно будет соперничать. То есть ты не боишься конкуренции? Я наоборот люблю, то есть я играю в доту, я не получаю удовольствия, просто играя матчмейкинг, паблик или еще что-нибудь. Ну, то есть от этого я удовольствия никакого не получаю. Я получаю удовольствие от игры с самым сильным соперником. То есть когда мы играем с самыми топовыми соперниками, пусть даже мы будем проигрывать хоть каждую игру, я буду получать от этого удовольствие, потому что мне интересно. Кто сильнее? Интересно добиваться чего-то, побеждать их. Как-то так. На перед турниром интервью ты говорил о том, что вы тренировались очень много, ну, до этого никогда так не тренировались, но результаты, в принципе, неудовлетворительные. Как думаешь, достаточно стандартный вопрос, но вот если вот так вот двумя фразами подвести черту, почему такие результаты? Можно не двумя. Я бы даже не сказал, что мы очень много как тренировались, просто мы тренировались в другом городе, вернее, в другой стране, вот, и ранее, то есть я помню только перед первым интернешнлом, что мы 20 дней играли, вместе на квартире жили, вот, до этого так долго нигде не было, то есть, 10 дней перед вторым интернешнлом, там, или 2 недели, 10 дней перед третьим интернешнлом, у нас буткемпы были, понятно, что мы постоянно играли, все равно где-то что-то, там, онлайн-турниры, еще что-нибудь, вот, а здесь у нас было где-то 8-10 дней, по-моему, до ESL, или там недели, я не помню. Потом еще после ESL, потом еще здесь, в Сиэтле. Тренировки. Да, но играли мы каждый день, то есть довольно-таки много. Если мы там в Киеве могли сыграть там 3-4 игры, и на этом все, КВшки на день закончились, все там паблики, кто гулять, кто еще что, то здесь выбора нет, ты находишься там в Кёльне, друзей рядом, там знакомых нету особо, ты никуда особо не пойдешь, вот, то есть вместе мы покушать только куда-то ходили, вот, было такое, что, конечно, чуть-чуть прогулялись, мы постоянно играли, тренировались. Ну и все понимали, что как бы 10 миллионов это 10 миллионов, надо работать. И мы, да, играли больше, чем когда-либо. Но я все равно недоволен, потому что играть нужно на протяжении года, а не хвататься за что-то в последний месяц. Вот, потому что те команды, которые на протяжении года играли, те команды топ-4 и заняли. Да, те, кто больше всех работал, тот топ-4 и занял. Поэтому, если бы мы, возможно, так работали, игроки у меня в команде нереально скилловые все были, то, я думаю, мы бы спокойно могли пробиться. Хорошо, вот если говорить конкретно вот о результатах, можешь прокомментировать выступления чемпионов, ньюби? Они, средняя посредственно сыграли в группе, но потом у них был какой-то такой стрик побед и, соответственно, выиграли финал. Как думаешь, соответствует их уровень вот этому чемпионству? Нет смысла опровергать этого. 100% соответствует, если выиграли, потому что есть очень много факторов, которые отображают скилл. Это не только умение играть в доту, умение играть на каких-то героях, это умение выбираться из тяжелых ситуаций, умение при прессинге там, с нереального количества зрителей и большом призовом отыгрывать, как ты обычно отыгрываешь. Это умение играть там на плюс морали лучше, еще что-нибудь, умение общаться в команде и поддерживать друг друга. И то есть очень много разных отметок, по которым нужно быть жестким, чтобы выиграть. Соответственно, видимо, они были лучше по тем отметкам, по которым нужно, если они выиграли. Плюс в доте и у многих команд вырабатывается примерно свой стиль игры. Где-то они лучше, где-то они хуже. Обычно команды используют на таких турнирах то, где они лучше. Поэтому некоторые команды сильнее против некоторых, некоторые сильнее против других и так далее. И, возможно, ньюби где надо повезло, где они, потому что, допустим, 7-8 они сыграли в групповой, значит, 8 игр они проиграли. Значит, все-таки им было тяжеловато. И потом возможно, еще в они что-то поменяли, да, вот. И потом они пошли, и в итоге Vichy Gaming, возможно, для них был хороший соперник. Кто знает, потому что в Китае-то они много тренируются, и поэтому они выиграли так 3-1, и кажется, вроде как довольно-таки легко выиграли. Но говорить, что они не заслужили, или Vichy Gaming не заслужили топ-2, это абсолютно глупо. Вот. На этом интернешнале
по крайней мере, ну, я так считаю, это мое мнение, выигрывали те команды, которые делали все хорошо на ранней стадии игры и потом прессинговали и давили очень сильно. Вот, если бы, возможно, мы так играли, и мы бы, возможно, выигрывали, кто знает. Это стиль игры Vichy Gaming, поэтому они взяли топ-1 в групп-стейже, мне кажется, и поэтому они по лузерам пробрались до самого верху. Вот, потому что, например, команда ДК и EG, они более late game oriented команды, то есть они жадно играют, но они очень круто играют. Если ты с ними хоть немножко начнешь жадно играть, они тебя переигрывают по игре, и с ними очень тяжело бороться. Вот. А Vichy Gaming, они говорят, а нам все равно, мы вас типа продавим, и у них получилось и ДК продавить, и G продавить, и дошли до Ньюби, а Ньюби, возможно, для них неудобный соперник, поэтому они проиграли. Ну, вот как-то так. Это только мысли, догадки, я ни в чем не могу быть уверен или прав. Вот, это, скажем так, просто мое мнение. Вот. Один из игроков Vichy Gaming говорил о том, что они 9 из 10 игр на тренировках в Китае проигрывали Ньюби. То есть, в принципе, это говорит о результате. Ладно, вы, в принципе, выигрывали и у Vichy, и у Ньюби. Согласен ли ты с тем, что вот 8 команд, ну, около 8, скажем, топ-8, просто тут какой-то случай помог, то есть это не четкое расстановление сил, вот, которое, в принципе, есть сейчас. Знаешь, вот, что это стабильное первое, это стабильное второе. То есть, в принципе, каждая из 8 команд могла выиграть этот турнир. Это было известно еще до турнира, что, в принципе, каждая команда на этом турнире могла выиграть турнир при определенных стечениях обстоятельств. Вот. С каждым годом на International все сложнее, и сейчас это видно еще более наглядно. Поэтому команда, которая выиграла, та команда и заслужила. Это, в принципе, как сейчас можно там в спорте наблюдать, да, там ты ожидаешь, что вот эта команда сделает лучше, это хуже, но, в принципе-то, они все более-менее примерно равны, и поэтому очень тяжело предугадать. То есть, если они выиграли, они заслужили. Все. Можешь сравнить два состояния в команде, когда у вас все получается, когда ты чувствуешь какую-то синергию, и когда не получается. Имею в виду, ощущается ли это, вот скажем, вот эти ощущения уже в середине игр? Можно ли его успеть переломить для того, чтобы, ну, как бы поменять результат? Я даже... Еще раз вопрос давай. Ну, вопрос такой, то есть, когда вы выигрываете, у вас, скажем так, в команде есть какая-то атмосфера, какая-то синергия, которая, знаешь, захватывает всех игроков, и вы как бы выигрываете. В то же время, когда вы проигрываете, что-то не получается. В чем разница между этими ощущениями? То есть, можно ли, когда вы проигрываете, успеть переломить, найти, вот, скажем, эту ниточку, ухватиться, где находится вот эта вот, скажем, такая завязка, когда можно переломить ход игры? Это слишком много от всего зависит. Это зависит и там от пиков, и может ли твой пик это позволить, не может, от везения, от невезения, от кучи всего. Ну, скажем так, когда ты выигрываешь, ты очень много общаешься, ты на плюс морали, на позитиве, и тебе все намного легче дается в игре, ты меньше переживаешь, нервничаешь, то есть ты более делаешь действия, к которым ты привык. Когда ты проигрываешь, ты более тихий, ты более замкнут, ты меньше разговариваешь, потому что, ну, когда ты уже проигрываешь, то ты понимаешь, что сделать что-то очень тяжело обычно, потому что сейчас в доте вот сноубол постоянно, то есть эффект снежного кома, то, что если команда начинает какая-то набирать преимущество, остановить очень сложно, то есть где-то должно очень повести, где-то очень должен быть сделан правильный мув какой-то, еще что-нибудь. Поэтому люди замыкаются, более тихими становятся, и атмосфера, там, когда вы вместе сидите, ну, ты ее чувствуешь, что она вот сильно меняется, и начинаешь больше делать каких-то глупых ошибок, вообще, то есть команда начинает намного больше ошибаться, и очень тяжело перебороть это чувство, но от этого это тоже вот как еще одна отдельная сфера скилла, то есть где это как бы и опыт нужен, опыт выступления команды на больших турнирах очень сильно помогает собраться, переломить, мораль как-то поднять, сделать какие-то действия, которые могут переломить ход игры. То есть не каждая команда это умеет делать, и это довольно-таки тяжело, да. Ну, и от игроков зависит. Они должны быть тоже такими, скажем, заводилами и ощущать этот момент. Ну, вот тот же Куроки и Фаник, они, в принципе, тихие ребята.
Может, это тоже как-то является причиной, почему, знаешь, нет инициативных, которые смогут вот в решающий момент сказать: ребята, мы проигрываем, давайте соберемся и давайте что-то сделаем. Ощущается ли нехватка такого вот заводила в команде? Да, у нас, в принципе, все это могут сказать. Ну, ты, не знаю, прав ли даже тихих, не тихих. Ну да, там Глебка, он более молчаливый, то есть он редко дает Куроки нет? какую-то информацию а-ля, мол, типа, пошли сюда, сделаем что-то. Это в основном говорит кто-то другой. Куроки, он почаще может, в принципе, что-то сказать. Вот, ну, когда мы проигрываем, я не знаю даже. Я не следил особо за тем, кто что говорит, не говорит. Но это тоже хороший скилл и хорошее умение, когда кто-то действительно может что-то как-то повлиять на команду, чтобы вы могли что-то попытаться сделать. Но опять же, слишком от многих факторов зависит. Нельзя сказать, что вот будет какой-то человек, который скажет: а давайте вот сделаем это, и это сработает, и вы там переломаете игру. Ну, понятно, Или... формулы нет. Да, формулы нету. Хорошо, давай поговорим об игре с Cloud9. От них вы споткнулись, первую игру проиграли, вторую выиграли, и третья, в принципе, решающая. Задумка вроде как бы была ясна, но тем не менее, можешь объяснить для зрителей, почему ты начал играть на профите, на банше, а Хвост играл на панде? Почему вот вы решили, какая была задумка вот с вашей позиции? Эм, ну, я обычно хожу играть на героях, которые ходят в центр, и Death Profit это один из них. Мы играли в GameQuax на КВ пару игр, где Хвост играл на Брюмастере. Была одна игра, где я играл на банше. Вот. Но, как оказалось, и я очень плохо сыграл. В принципе, мы все не сыграли хорошо, я так скажу, но я могу на себя взять там много вины. Я раскачивал героя неправильно, делал определенные действия неправильные, потому что как-то более по шаблону играл, причем неправильному шаблону. Вот. Ну, я даже сейчас скажу, что я имею в виду. То есть, допустим, раскачивал героя неправильно, я особо не следил именно за теми играми, где топовые китайские команды брали баншу, то есть я не следил за раскачкой банши, я уже привык к тому, что вот так и так. А в принципе, более логичным и грамотным решением было бы, например, то, что я бы первым айтемом, допустим, покупал не ботл, а сапог. И то, что я бы качался не через волну в приоритет Carrion Swarm, а через пассивку. Пассивка дает бонус move speed. Вот, то есть я мог качаться 1, 3, 3, 1, 3. То есть у меня на 5-м левеле раскачка была 2 Carrion Swarm и 3 пассивка, к примеру. И сапог был бы. У меня был бы очень довольно-таки большой move speed, и шанс того, что я бы убегал, он бы чуть-чуть повысился. Но далеко не факт, что я бы убегал. Потому что вряд ли бы Ember Spirit там, допустим, отпускал меня или что-нибудь такое, потому что он привязывает, Bounty Hunter подбегает, делает удар, и ты умираешь, скорее всего, 100%. Вот. Но, возможно, бы это бы в чем-то помогло или сохранило бы мне жизнь там один лишний раз, и это бы как-то переломило игру в нашу пользу, к примеру. А вообще, да, то есть мы играли как-то по шаблону, то есть мы решили делать так. Хвост у нас сыграл на Брюмастере, на котором, в принципе, он чувствовал себя, наверное, не настолько уверенно, как на других героях, потому что он всего там 2-3 игры на нем сыграл на КВ, именно уже здесь, в Америке, в GameQuax. До этого он не играл Брюмастером никогда, играл только я или Глеб иногда. Вот. То есть даже когда Брюмастер ходил на легкую, все равно шел играть на нем я. То есть Хвост также мог бы сыграть и на Death Profit. Вот. На КВ, на котором мы играли Death Profit, я раскачивался опять же так же, как и здесь. То есть я качал волну в 3 раза, потом брал... Ну, я там на КВ, допустим, брал пассивку и волну, а здесь я взял Silence в единичку, зачем, не знаю. То есть у меня была вообще раскачка 3-1-1, я бы очень медленно передвигался, и первым айтом я купил себе ботл, как раз меня убивали, у меня 650 было, я купил ботл и умер. Вот, потом мне купили телепорт мои ребята, я пролетел, вроде как стоял дальше, но каждый раз, когда прибегал Bounty Hunter, даже имея SN3, я не выживал, потому что Ember Spirit забегал за крипов, бежал со мной параллельно, и когда нужно было, он меня вязал. То есть я не успевал от него убегать никак. Возможно, я бы и сапогом никак не успевал. То есть он бы меня, возможно, вязал. Там одна смерть, и он уже потом 6-й уровень, и он там прыжком тебя может связать, и что хочешь с собой сделать. Вот. Возможно, наша стратегия была как-то поломана, но она действительно была поломана. То есть у нас был какой-то шаблон, вот, по шаблону мы там идем втроем туда, Фурион туда против Квакверка вроде хорошо, Death Profit против Ember Spirit вроде хорошо, и у нас трипла там на сложную, которая может пропушить вышку с Фурионом, еще что-то.
Но мы сильно все как-то растерялись, мы могли все очень резко поменять, когда увидели последний пик Баунти Хантера, понять, что они примерно будут делать, потому что они вообще поставили 3 соло-лайна, Doom в лесу, Скаров соло вниз, Эмбер мид, Баунти Хантер бегает где-то, что-то пытается делать. И вместо того, чтобы теперь, как из-за вот этих изменений, из одного Баунти Хантера, получается, что Death Profit уже не сильнее Эмбера, потому что Баунти прибегает. Фурион уже не сильнее Клокверка, потому что Баунти прибегает. Дум себе спокойно фармит лес, а Скайриф Мейдж ему все равно на тех 3 героев, потому что он очень быстрый с сапогом стоит на легкой линии, и ему все равно на 3 героях. Эти 3 героя ничего не делают, Скайриф Мейджу, только друг у друга экспириенс в принципе воруют. Загонять Дума в лесу они тоже не могут, эти герои. Значит, пропушить вышку втроем они тоже не могут. Глебка, то есть уже Клокверка не омнит, а наоборот ему очень плохо там. И вместо того, чтобы куда-то там лететь, брать инициативу в свои руки, он этого не делал тоже. То есть он мог там полететь, вызвать лентов, они бы сломали вышку рано. Или прилетать, когда на меня нападали на мид в центр, и кто-то бы еще из суппортов телепортировался, и мы бы хотя бы разменивались, возможно, даже в нашу пользу, потому что они там под вышку забегали, там второй, третий раз, когда меня убивали. То есть мы много чего не делали, мы все, в принципе, плохо играли, но я кого-то обвинять нет смысла, то есть мы все плохо сыграли. Ну, обвинять нет смысла, но очевидны же ошибки, когда вы понимаете, что против вас Баунти Хантер, что он будет приходить гангать. Понимаем, поэтому мы и с Энтритом на первом левеле поставили, и Глебу одно, и мне одно, но этого не было достаточно, потому что на мид помимо Баунти Хантера и Эмбера прибегал еще и Дум из леса. То есть это 3 героя с 3 сторон, когда выбегает, ты понимаешь, что ты уже никуда не убегаешь. Вот. Ну, то есть там очень много совпадений. То есть, допустим, я купил ботл, я попросил телепорт у суппортов, кто-то из суппортов покупает телепорт, у них денег нет. Деньги они не фармят, фармит Дрюмастер. То есть, если мы забрали вышку, возможно, бы у них деньги появились. Ну и много-много-много всяких таких мелочей. Мы могли, допустим, тоже адаптироваться под ситуацию, оставить 2 внизу героев, потому что Скайриф Мейдж, ну, против 2 он тоже там особо не делал, и эти 2 бы Скайриф Мейджа так же бы гоняли, как и 3. Вот, и один бы из рейнджей пришел, допустим, ко мне, тогда я бы ни разу не умер, потому что, ну, бежали бы они нападать, нас 2 рейнджа против 3 милишников, мы бы их еще там пинали. То есть пришел бы ко мне или кто там у нас был, или Раст, или Аппарат, мы бы стояли, ни в чем себе не отказывали. А Фурион, то есть ему тоже нет смысла стоять и терпеть наверху, если тебе совсем плохо. Ты берешь и делаешь какие-то глобальные действия, предпринимаешь. Какие глобальные действия? Или ты прилетаешь, кого-то пытаешься убить, или ты прилетаешь, покупаешь какую-то раннюю базил ринг для брони и летишь, вызываешь фурионов, и вы идете ломать вышку, выгонять, стягивать там суппортов вражеских, потому что у них даже и помочь некому это защищать, у них героев нет. Мы не делали ничего, мы растерялись, ну и вот так вот мы и проиграли. Если бы был какой-то момент, не брать в расчет игру с Cloud9, который ты считаешь переломил игру, ну, то есть, и ты бы поступил в этом моменте по-другому. Что это был бы за момент? Имею в виду, скажем, в групповом этапе ты понимаешь, что ты здесь сделал такую-то ошибку. Что бы ты поменял? Ой, да я много чего бы поменял. Я всегда за агрессию и прессинг, потому что я считаю, что у меня в команде самые скилловые игроки на каждой роли, и поэтому мы можем, в принципе, отыграть практически на любых героях, тогда почему бы и не давить соперника по всем 3 линиям очень сильно. Не создавать из этого эффект снежного кома, да, то есть и потом просто выносить их по всей карте вперед ногами. Почему бы нам этого не делать, я не знаю, я на этот вопрос ответить не могу. Я бы хотел играть именно так, вот. То есть ты согласен с тем, что, ну, в принципе, ты об этом уже сказал, что на этом турнире доминировала агрессивная дота, а вы, в принципе, не адаптировались под нее, хотя это ваш стиль игры. Я бы не сказал, что именно агрессивная. Я сказал агрессия на ранних уровнях, то есть доминирование линий, и потом, чтобы было очень много всего, чтобы прессинг можно было создавать, то есть пуш именно. Я бы, да, сказал, что частично это и наша дота тоже. Мы списывали, скажем так, более с других команд, таких как EG и DK, какие-то задумки и заготовки, потому что они нам, ну, я и до сих пор так считаю, что это 2 самые, возможно, сильные команды, которые на турнире, вот, но они заняли 3-4 место, соответственно, ошибочные выводы тоже, или совпадение каких-то фактов, там, просто совпадение.
Хорошо, но опять-таки топ-8 это все китайские команды, 2 американские, 1 европейская, по-моему. А, говорили ли это о том, что европейская сцена на данный момент сильно отстает от китайской, или просто не повезло? Да трудно так сказать. Я бы не сказал, что европейская сцена как-то отстает от китайской или наоборот. Это все зависит от многих факторов, потому что Европа тренируется с Европой в большинстве случаев, Китай с Китаем, и они прогрессируют. Кто-то прогрессирует быстрее, кто-то медленнее и в разных направлениях. Вот. Вот как-то так. Хорошо, хорошо, извини. А ты вот в начале интервью, может быть, по Фрейду, может, не по Фрейду, обмолвился о том, что игроки были. Имеется в виду, грядут ли изменения в составе? Как ты думаешь, нужно ли вам что-то менять для того, В чтобы... смысле игроки были? Ну, ты сказал такую одну фразу в своем ответе о том, что имеется в виду, у меня в команде там хорошие игроки были. Как-то так. Я имел в виду на тот момент. Да, я понимаю. Но как бы продолжая вот эту тему, как думаешь, нужны ли изменения сейчас команде? М, Я понимаю, это сложный вопрос. Ну вот если честно. Что за компрометирующий? Ну, как бы, понимаешь, подожди, я тебе сейчас скажу о том, какая уходит информация, какой будет состав, кто уже откуда уходит. Понятно, что решаете вы и все остальное, но тем не менее, знаешь, предпосылки есть. По твоим ощущениям, может ли этот состав как бы продолжать жить? Или все-таки нужна какая-то новая кровь? Вот по своему ощущению, хочется ли тебе сыграть с кем-то новым, с новым игроком? Насколько тебе там надоело общение, вот, знаешь, интернационально? Может быть, хочется постоянно на русском говорить? Да не надоело мне ничего, просто люди от людей устают, это вполне нормально, когда ты долго очень общаешься, тем более живешь с кем-то, и если атмосфера в команде не самая лучшая, то тяжело, особенно когда результата вы не добиваетесь, которого ожидаете. Вот. Ну и в таких случаях или вы как-то приходите к общему мнению, или вы как-то расходитесь, вот и все. Что будет у нас, я еще конкретно не знаю. Вот. Играть довольно-таки тяжело по атмосфере, то есть морально и вообще. Э, Друг друга мы не понимаем зачастую, не слушаем часто друг друга. То есть нет у нас такой сплоченности, как она была, допустим, 1,5 года назад или там вот так где-то, да. Поэтому тяжело очень, я не знаю, что ответить на твой вопрос. Хорошо, я не буду тебя мучить с этими вопросами, официальные анонсы покажут. Еще пару вопросов таких быстрых. Ты говорил, что выиграть американские папчики очень сложно. Можешь как-то, так сказать, рассказать, почему и действительно ли тут сильный уровень игроков? Мне кажется, что уровень американских пабликов намного слабее, чем уровень европейских пабликов, и поэтому их сложно выиграть. И если у тебя много рейтинга, и ты приезжаешь в Америку, играешь с американскими игроками, то очень редко находит игроков с большим рейтингом тебе за и против, или их очень мало, и поэтому оно начинает кидать тебе игроков с очень низким рейтингом. И вообще, мне кажется, что здесь игроки на 5000 рейтинга играют примерно как игроки в Европе на 4000 рейтинга. Ну, у меня такое чувство, по крайней мере, создалось. Возможно, оно ошибочное за определенное количество игр. Поэтому играть очень тяжело и совсем неинтересно. Ну, мне, по крайней мере. И выиграть практически нереально, потому что тебе дает в команду там 4500, там 4600, А у тебя сколько? ну, допустим, 6200, 6300, а против противника по 5200, тоже 4800, и там дальше просто, ну, то есть рандом, потому что игроки, вне зависимости от рейтинга, могут играть по-разному, то есть у него там 4700, а он играет хуже, чем игрок 4300, ну, к примеру, или эту игру играет хуже, то есть в доте рейтинг, он, в принципе, ничего не показывает, но игроки довольно-таки слабо играют, и играть очень тяжело. Вот, если ты не берешь героя, который может выиграть сам, то ты очень сильно командозависящий,
и дальше как пойдет, там, рандом. Хорошо, а 7, 8, 9, 10 место. Достаточно большой гэп в призовых 450 тысяч. Понятно, что ты расстроился меньше бы, как бы, если, ну, как бы, ты расстроился бы больше, если бы занял высшее место, имеется в виду, по нумерации. Согласен ли ты с таким распределением призовых денег, и как тебе вообще этот формат этого International? Мне он формат именно, что имеется в виду? Формат проведения, что вот одна группа, столько игр, стыковочные матчи, плей-офф в таком вот, две сетки. Формат мне, наверное, все-таки более нравился третьего и второго International частично. Да, 2 группы, и то, что намного больше команд попадает в винера, и то, что ты после одной игры, после 2 игр не попадаешь в гранд-финал, а хотя бы там после 3, ну, в таком стиле. То есть тогда больше интриги, борьбы, и 2 дня там ньюби должны были ждать перед тем, как играть финальные матчи. То есть я считаю, что это так, не очень, конечно. То, что люди в первый же день игралось все до гранд-финала. Ну, то есть для зрителей, возможно, это не очень хорошо. Ну и для игроков, я не знаю, для Ньюби, конечно, это, наверное, все-таки хорошо. А то, что за топ, большая разница между топ-8 и топ-9, я считаю, ну, в принципе, нормально. Не вижу в этом ничего плохого. Хорошо, что топ-9-14 тоже получает хоть какое-то денежное вознаграждение. Они все-таки получают невероятное количество воспоминаний приятных и поездку, и все, что хочешь. То есть International — это незабываемое впечатление, все-таки куча впечатлений. Вот. Ну, а и разница, то, что небольшая разница между топ-8 и топ 5-6, мне тоже, в принципе, это нравится. И, в принципе, не очень большая разница между топ 3-4, 5, 6, 7, 8. Ну, тут я уже не знаю, трудно судить, потому что все-таки, когда ты попадаешь в топ-4, это все-таки уже очень жестко. Вот. И очень большая разница между топ-2 и топ-1. Это, конечно, ну, то есть, если бы я топ-2 опять занял в этом году, я бы, наверное, пристрелился. Это реально очень тяжело, когда ты осознаешь, сколько ты мог выиграть и как близок ты к этому был, и проигрываешь. Это очень тяжело. Вот. Но мне очень нравится, что за 8 место мы получаем хорошее вознаграждение довольно-таки. Хорошо, давай поговорим лично о тебе чуть-чуть. 2 буквально вопроса еще. Как тебе на этом интернешнале? Тут очень много людей, очень много фанатов. Было ли у тебя время как-то свободное время, чтобы тебя не трогали, или все-таки тебя постоянно дергают, штуркают? Нет, практически свободного времени не было. Ну, разве что на групповой стадии меня особо никто не трогал. И это, в принципе, самое веселое время. То есть, когда все игроки вместе в отеле, все примерно на одном этаже, ходим, общаемся, там, сидим, у нас свой компьютерный клуб там был. Инкубатор геймерский. Да. Играем в настольный теннис, там, настольный футбол, еще что-нибудь, там, что-то смотрим. То есть, да, веселая очень атмосфера, хорошо проводим время, весело, особо никто тебя не трогает. А вот потом начинается, конечно, ну, когда мы переехали в Сиэтл, Вестин Сиэтл, и в Кей-арене очень тяжело. То есть на каждом шагу кто-то тебя останавливает, все что-то от тебя что-то хотят. И да, то есть устаешь за день просто невероятно. То есть в 7 утра там ты должен выезжать, в 6 утра вставать, весь день от тебя что-то хотят, приезжаешь в 9-10 назад, тебе уже надо сразу же ложиться спать, и на следующий день то же самое. То есть не получаем мы, наверное, как игроки, ну, я не знаю, может кто-то и получает, но мне было очень тяжело насладиться этим турниром, так как, допустим, я насладился групп-стейджем. Потому что реально, ну, очень все что-то от тебя хотят постоянно, вот как-то так. Как много авторов электронных раздал? Ну, практически все, и очень быстро разобрали. То есть, Сколько было всего? сходят слухи, что было 1000, вот, может, чуть больше, я не знаю. Ну, очень быстро раздаются. То есть, если в Кей-арену пришло смотреть 17 тысяч, да, то есть приходит каждый день там до 17 тысяч проданных билетов, то 1000 это не так много, как на самом деле кажется, и
и даже игроки от тебя хотят, и не только игроки, всякие Олеги от тебя что-то хотят. Олеги, на самом деле, Олегам обещали около 50 автографов, поэтому, Наивные Олеги. поэтому если эти автографы не будут разыграны на ресурсах Нави, знаете, кто их не дал. Вот. И так Вот. постоянно каждый считает, что вот надо что-то где-то Но ты разыграть, обещал, взять. ты нам обещал. Да, было. Zero Gravity ты обещал, поэтому... I don't remember anything. I Окей. was drunk. You will remember. Как ты будешь отдыхать? Наверняка нужен отдых. Я приехала семья здесь поддержать. Я знаю, ты немножко останешься в Америке. Какие вообще планы у тебя здесь в Америке? И потом отдохнуть, расслабиться. Как ты будешь проводить время? Подрался с Габлаком. Я вижу. Вот. Габлака еще не видели. Габлак вообще особенный парень. Я ему говорю, ты кракозябра зеленая. Он разозлился и метнул мне карточку мою же. Это карточкой? Вот сюда вот. Нет, Вот сюда. Он мне пробил нос. Хорошо, тоже... что в глаз не попал. Понимаешь, я ему говорю, ну ты типа красава. Катала. Ладно. Да, катала. Потом на следующий день я решил с ним подраться. Я ему говорю, ты отвратительный зеленый кракозябр. Он тут же разозлился и мне плюху бабах сюда вот пробил. Как бы ты дал ему сдачи нормально? Ну, почти получилось дать ему сдачи. Не допрыгнул. Я его закрыл потом в туалете. Хорошо, но... Драка была жесткая. Вот. Поеду я отдыхать по Америке. Не знаю, через сколько дней. Еще пару дней побуду в Сиэтле. Где я буду ездить отдыхать, я тоже не знаю. Но да, я планирую отдохнуть с семьей. То есть они здесь остаются, и мы едем отдыхать. Буквально последний вопрос. Габлак, вот ты его вспомнил, я забыл задать вопрос. Насколько комфортно было получать от него аналитику и насколько она уместна была? Я ему очень благодарен, и я считаю, что он очень много в чем нам помог. Возможно, бы и до 8 места бы не дотянули. Он очень в доте хорошо разбирается. У него очень много знаний, опыта, и он максимально быстро сразу после игры мог дать всю информацию о том, что где пошло, на его взгляд, не так. Конструктивная критика, то есть без каких-то привязанностей к кому-либо или что-нибудь такое. То есть он каждому мог высказать свое мнение, и это, я считаю, очень нам помогло. Вот. Хотя у меня такое чувство, что Климент его практически вообще не слушал. Вот. В чем-то. Он говорил да-да, а потом делал все равно по-своему. Поэтому обвинять Артура в чем-то, что у нас не получалось, тоже неправильно. Вот. Он делал то, что мог, помог нам, чем мог. Я ему очень благодарен. Хотел бы, чтобы он дальше был тренером или аналитиком? Нет, конечно, приятно, когда есть какой-то человек, да, рядом, который помогает. Ну, тогда надо, чтобы его слушали еще вдобавок. То есть, помимо того, что он помогает. Вот. Но он вряд ли согласится, потому что он тоже хочет играть. Он тоже хочет на International приехать в следующем году, победить. Вот. Хорошо, нам уже, Машу, нужно заканчивать. Последние слова, приветы, пожелания. Очень много фанатов у тебя, которые не смогли попасть в Ки-арену. Какие-то слова им. Морец, you're beautiful like a flower. Фанатам? Всем большой привет, всем спасибо за поддержку. Спасибо. Я очень, на самом деле, был удивлен. После поражения я думал, что нас будут обливать грязью везде, где только можно. Обливали. Не знаю, где нас обливали, и куда бы я ни зашел, и в Твиттер, и ВКонтакт, мне приходили только позитивные, в основном практически 90% позитива, вот, поддержки, и было очень приятно, нереально просто приятно. И просто сразу захотелось уже прям попасть домой и начать заново с новыми силами тренироваться после этой поддержки, поэтому я очень благодарен, очень приятно, поддерживайте, болейте за нас. Мы будем вас стараться радовать хоть чем-нибудь. Будем надеяться. Спасибо большое тебе за интервью. Это был Дэнди. Всем пока. Пока.